экономической модели. Что вы думаете о новом курсе? Всем добрый день. Кеннеди сказал, перед тем, как просить что-то у государства, спросите у себя, что вы сделали для страны. Ну, или перед тем, как просить что-то у страны, спросить себя, что вы сделали для страны. Вот. И, соответственно, мы со своей стороны, компания, которая реально делает и продукты инновационные, и делает это вокруг своих клиентов, вокруг казахстанцев, компаний, и делает это с большой любовью, и поэтому со своей стороны мы просто каждый день вносим свой вклад. Вот вы, например, обсуждаете, у меня как бы встречный вопрос. Когда мы работаем в компании, то есть мы определяем так, вот стараемся понять клиента. Если мы поняли клиента, для него мы можем сделать продукт. То есть это клиенты платят зарплату сотрудникам, которые работают в компании. Вот у меня как бы вопрос с определением. А вот новый Казахстан, старый Казахстан. Я постоянно слышу фразу, вот определение не слышал до сих пор. Вот у меня к вам встречный вопрос. Вы можете мне определение дать, вот что такое старый Казахстан, что такое новый Казахстан? И тогда я как бы смогу со своей стороны тоже сказать, вот какой мы вклад вносим, потому что мы уже компания с 2006 года в Казахстане работаем на благо страны. Хотел бы задать вам другой вопрос, тогда уже по уточняющим вопросам пойдем. Казахстан, ну, так модель получилась, что у нас заложена как сырьевая модель. Сырьевая модель – это значит доминирование крупных компаний, это очевидно. Да? Верите ли вы в то, что вот снижение вот концентрации крупного бизнеса в экономике будет помогать развитию, да, нашей стране? Ну, крупные компании, они меньше привлекают, говорят, меньше привлекают инвестиции, меньше талантов привлекают, потому что есть старая поговорка «лучший враг хорошего». Вроде бы старая же модель работает, да, сырьевая, экспортно ориентированная, да, как модель. Стоит ли что-то менять здесь? Ладно, давайте, вот, я вам скажу, короче, свое определение старого Казахстана. Мое определение как бы старого Казахстана – это когда, во-первых, это все доходит до конкретных людей, это когда люди принимают как бы решения для достижения краткосрочной выгоды в ущерб страны и ее граждан. Вот это для меня как бы определение старого Казахстана. Лаконично. Очень точно. Теперь, ну исходя из этого, вот давайте теперь посмотрим там на те же сырьевые компании. Да? То есть Казахстан одна из самых богатых стран в мире по природным ресурсам. Ну в стране живет 20 миллионов человек. Я как бы понимаю, что мы можем там обсуждать разные модели экономики. Но один факт остается простым. Если все эти ресурсы разделить на людей, реально в стране люди должны жить совсем по-другому. Так? Ну, соответственно, нет, но исходя из этого, вместо того, чтобы сырьем, например, торговать, или сырье напрямую выдавать, да, это, кстати, в послании президента прозвучало, надо как бы добавочную стоимость создавать. А почему мы как бы бензина недостаточно производит страна, например, или почему как бы материалов строительных нету, когда у нас полно ресурсов для того, чтобы мы производили там, я не знаю, ту же арматуру. Вот почему этого всего нету? Когда мы говорим про крупные компании, эти крупные компании, на самом деле, крупные компании, они сами по себе это не зло. Вокруг крупных компаний может быть огромное количество других компаний, которые предоставляют сервисы этим компаниям. И на Западе огромное количество таких примеров. Это малый и средний бизнес, возьмите любую автопромышленную компанию, например, там вокруг них тысячи компаний образовываются, которые предоставляют им различные детали для того, чтобы они производили этот автомобиль. И таким образом они двигают вперед экономику. А для того, чтобы там из земли что-то качать, как бы в трубу загрузить там и отправить, ну, для этого искусственный интеллект, конечно, нужен, но я думаю, что не очень много. Спасибо. Прежде чем перейти к вопросам аудитории, еще у меня вопрос к Михаилу Ламтадзе. Технологии вот стремительно меняют наш современный уклад бизнеса, жизни. Компания Каспий, конечно, активно использует все современные технологии. В какой мере вообще технологии определяют будущее вашего развития, стратегического развития компании? Как внимательно вы за этим следите? Технологии как бы людям не нужны. Людям нужен сервис, людям нужен продукт. Поэтому мы как компания всегда концентрируемся на том, чтобы продукт, конечно, сделать, а не просто технологию разработать. Но на самом деле, допустим, там тот же виртуальный помощник, который у нас есть, мы используем его в различных каналах для предоставления услуг нашим любимым клиентам. В некоторых случаях мы довели разговор до такой степени, что нам пришлось, чтобы он представлялся, виртуальный помощник, понимаете? Потому что в процессе общения наши клиенты не понимали, что общаются с
с искусственным интеллектом, с роботом, а не с живым человеком. И для того, чтобы не расстроить наших клиентов, что в какой-то момент вдруг поймут, что это не настоящий человек, поэтому мы сказали, что мы хотим, чтобы он изначально как бы представлялся как «Здравствуйте, я виртуальный гид Руслан». И потом после этого продолжал общение. Технологии, они делают две вещи. Первое, они делают бизнес и делают работу где-то приблизительно равную 1000 людям. Применение технологий или делает твой бизнес более эффективным, или улучшает качество сервиса, или увеличивает твои доходы. Но понятно, что эффективность качества сервиса, в принципе, в результате дает тебе возможность увеличивать автоматические доходы, потому что ты дальше можешь разрабатывать свои продукты. Какую ошибку допускают многие компании, которые стараются скопировать нас? Ошибка следующая, что если ты хочешь быть инновационной компанией, что такое инновационная компания? Снова терминология. Это компании, которые постоянно создают новые сервисы и удивляют своих клиентов, правильно? Теперь, если ты хочешь называться инновационной компанией и создавать постоянно новые сервисы, у тебя текущие клиенты должны полностью влюблены в твой бизнес. Если как бы ты сегодня текущим своим клиентам, пользователям, партнерам не предоставляешь качественный сервис, любой другой сервис, который ты будешь запускать, он, соответственно, люди не будут им пользоваться. Вот, поэтому, когда там прочитать как бы про какой-то сервис, это легко, тем более мы как публичная компания и постоянно об этом рассказываем. Но самое главное, это чтобы именно текущими сервисами клиенты были довольны. И в этом случае там можно будет и инновации делать, и технологии использовать, и люди будут пользоваться. А так инновации ради инноваций, технологии ради технологий, по-моему, никому не нужны. Ну да. Хороший ответ, спасибо. Мы переходим к сессии «Вопросы из зала». Как раз у нас вот осталось время. Я делала курсовую работу по инновациям в университете Ворвик, Англия. И я делала исследования, я спрашивала у своих подруг, как вашу жизнь изменил Каспий. И вот мои подруги такие же, как я, молодые мамы, которые тяжело идти, на самом деле, выделить время, пойти оплачивать какие-то услуги, да, что-то заказать. Вы не представляете, как вы нашу жизнь изменили. Я везде трублю, что Михаилу Ламтадзе нужно ставить памятник при жизни. Спасибо вам огромное. Миллион. И я еще вам хочу сказать, что вы единственный банк, который выдал кредит неработающей женщине, которая находится в декрете. И благодаря этому кредиту, да, я сейчас запустила свой стартап. Я обучаю управленцев в маркетинге, я передаю международные практики маркетинговые, развиваю маркетинговую экспертизу в Казахстане. И все благодаря вам. Единственный банк. Я вас благодарю. Спасибо вам за эту фразу. Я тоже, пользуясь случаем, тоже скажу, я тоже благодарю Каспий. Так удобно сделали доставку с Магнумом, вообще фантастика. Спасибо, ребята. Еще вопросы? Здравствуйте. Нариман Гизидинов, агентство Bloomberg, я здесь, слева от вас. Да, Нариман. Да, у меня тоже вопрос господину Ламтадзе. Вот вы упомянули про интересы Казахстана и про интересы граждан Казахстана. Подскажите, пожалуйста, вот регулятор казахстанский с прошлого года пытается понизить годовую эффективную ставку вознаграждения с 56 до 44 на беззалоговые кредиты. Пытаются снизить потолок. В этой связи у меня вопрос. Поддерживаете ли вы усилия регулятора в этом направлении? И почему? И второй вопрос. Насколько чувствительно такое понижение для бизнес-модели Каспий? Спасибо. Никакого влияния на нашу бизнес-модель снижение ставки не оказывает. И не окажет. Это первое. Второе. Я всегда говорю, давайте идти от цели. Нариман, к вам встречный вопрос. А что является обоснованием для снижения ставки? Скажите, пожалуйста. Ответьте. Нет, зачем? Нет, подождите. Вы эту тематику очень активно освещаете. Понимаете, вот в Казахстане все, что происходит хорошее, вы не освещаете. А все, что происходит плохое, вы освещаете. Вот реально, любую вашу статью посмотреть. Вот честно. Вот мы говорим про привлечение инвестиций. Нет, подождите, минуточку. Нет, я вам хочу сказать свое мнение. Мы говорим про привлечение инвестиций. Мы говорим про привлечение инвестиций. Правильно? Инвесторов нужно рассказывать и убеждать. Инвесторов нужно рассказывать и убеждать про то, что в Казахстан имеет смысл инвестировать. Так? Вы хотя бы одну статью, которая говорит про то, что в Казахстан имеет смысл инвестировать. Можете мне свою показать?
Мне просто Знаете, интересно. позвольте ответить на ваш вопрос. Инвесторы также должны знать о том, что Нужен могут баланс. вмешаться политические власти в действия Безусловно. регулятора, связанные с Нужен понижением баланс. ставки. Нужен баланс. И я об этом пишу. Нет, Если ну, вы считаете это вы неправильно, можете- вы я вам считаете, говорю, что вы нужно пишете только освещать негатив, необъективно, понимаете? Вы только скажите об негатив этом. пишете про Казахстан. Это единственное, что я вам говорю. Я вам не говорю не писать то, что вы пишете. Я вам говорю, только негатив пишете. Понимаете? не ответили на это мой единственное. вопрос. Вы Вот, а я поддерживаете вам задам- решение я вам задам- регулятора я вам понизить задаю ГСВ или встречный нет? вопрос, Нариман. Вот встречный вопрос. Обоснование снижения ставки. У вас есть ответ? Ну, информация. Вот что является Я же не обоснованием? регулятор, вы Вот, а я вам идите могу к сказать, регулятору и что задайте является вопрос. обоснованием. Обоснованием является, что нужно снизить долговую нагрузку. Да? Правильно? Вы согласны с обоснованием? Чтобы снизить долговую нагрузку, надо снизить ставку с 56 до 40. Вы согласны? Я согласен. Серьезно? Что происходит с товаром, на котором становится цена дешевле? Нет, цена дешевле на товар стала. Что с этим товаром происходит? Его больше покупают, его больше берут. Какая взаимосвязь между снижением ставки и снижением загруженности? Можете Люди меньше объяснить мне? платят процентов по кредитам. Они Да, будут так не больше работает? сумму получать, товар-то, кредит, сумма кредита, понимаете? Чем дешевле цена товара, тем больше этот товар будут брать. Хорошо, можно вам Вот, встречный исходя вопрос? из этого, Тогда я почему, если это все так хорошо работает, почему необходимо было политическое вмешательство в действия регулятора, чтобы это понижение не произошло? Объясните мне. Я не знаю, при чем тут я? Ну, вы же Я мне какой-то задаете вопросы, отношение- которых я ни при чем. Я вам тоже такие вопросы задаю. Ответьте. Какое отношение я имею к этому вопросу? Вы мне задаете вопрос про политическое вмешательство. Я откуда знаю? Какое политическое вмешательство? У нас потихонечку превращается Читали мои дискуссия статьи? в интервью Ну, для вашу Блумберга, статью по-моему. читали, да. Откуда у вас информация, я не знаю. Откуда у вас информация? прекрасно Посадите за меня текстом перед напишу. человеком, от которого у вас эта информация. Давайте посадите перед ним меня. И мы пообщаемся по этому поводу. Так, А спасибо. почему у вас однобокая всегда информация? Вот это мне реально интересно, потому что пресса должна быть независимой. Спасибо.